Всем привет! Совсем недавно компания Samsung провела очередное мероприятие под названием Galaxy Unpacked. Там мы увидели очень много устройств, стоит отметить, смартфоны. Первый, с которого началась эпоха гибких устройств Samsung Galaxy Z Fold 3, и второй, конечно же, раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 3, которая своим форм-фактором возвращает нас в нулевые. В компании данный смартфон называют самым стильным продуктом в ее истории. Samsung Galaxy Z Flip 3 создавали как очень компактное устройство. Если сравнивать его с предыдущим поколением, то новая модель получила даже меньше размер корпуса. В закрытом состоянии он имеет размеры 86 на 72 на 17 мм. Однако в открытом виде 166 на 72 на 6,9 мм при общем весе 183 грамма. Первоначально, что бросается в глаза, что в закрытом состоянии мы видим замечательный внешний экран, который выполнен, конечно же, по технологии Super AMOLED. Размер внешнего экрана увеличился в 4 раза. Дисплей получил диагональ 1,9 дюйма с разрешением 512 на 260 пикселей. Плотность 302 ppi. Но что же нам дает это? А я вам скажу, очень много плюсов. Теперь можно более подробно просматривать сообщения, уведомления, календарь, виджеты и управлять камерой. Также есть специальная функция, которая позволяет снимать фото и видео прямо при закрытом смартфоне, двойным щелчком по кнопке питания. Ну а так, смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 получился очень и очень интересный. Основные фишки его — это основной экран на 6,7 дюйма, Full HD+ формата 22:9, мощный процессор Snapdragon 888, защита по стандарту IPX8, аккумуляторная батарея на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт, стереодинамики с объемным звуком Dolby Atmos и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Визуально Z Flip 3 выглядит практически так же, как и прошлое поколение. Никому не секрет, что самая главная фишка смартфона — это, конечно же, основной экран. Диагонали решили установить на 6,7 дюйма разрешением Full HD+, 2640 на 1080 пикселей. Формат 22:9, плотность 425 пикселей на дюйм. Компания решила не экономить и использовала панель Dynamic AMOLED с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Есть, конечно же, поддержка HDR10+. Как и раньше, шарнир фиксирует положение дисплея под любым углом. Можно положить смартфон на стол и смотреть на верхней половине экрана, например, YouTube. Этот режим называется Flex, и в новинке он оснащен панелью управления, с которой можно делать скриншоты, регулировать яркость и открывать настройки. Под складной формат оптимизированы почти половина из 100 лучших программ в магазинах приложений, включая Disney+, YouTube, WhatsApp, Spotify, Google Chrome и так далее. Огорчает, что нет поддержки S Pen, но если подумать, то перо тут и не нужно. Ведь смысл Flip 3 не в гигантской диагонали, а в компактности. Как и прежде, защиту экрана обеспечивает ультратонкое стекло, но оно покрыто обновленной защитной пленкой, которая на 80% более износостойка, чем предыдущие версии. Также основную камеру решили защитить прочным стеклом Gorilla Glass DX. Удивительно, смартфон Flip 3 — это первый складной смартфон в мире, который может похвастаться защитным сертификатом IPX8. Таким образом, можно будет использовать его, не беспокоясь о брызгах воды или коротких погружениях в воду, что, на мой взгляд, является самым большим плюсом. Также хочу заметить, что гаджет получил новую рамку, которая на 10% прочнее, чем у прошлых моделей. Производитель называет ее самым прочным шасси в смартфонах на сегодняшний день и даже призывает не переживать при падении весьма дорогого гаджета. Также имеется новая конструкция шарнира, зазоры в которой теперь закрыты уплотнителем, а волокна механизма очистки стали еще короче. В тестах Samsung смартфон выдержал 200 тысяч циклов складывания-раскладывания. Это соответствует сотне процессов каждый день на протяжении 5
лет. Смартфон построен на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 888. Процессор показывает отличные результаты в производительном режиме. Это топовый мобильный чипсет, представлен в 2020 году. Процессорная часть включает 3 кластера. Одно ядро Cortex-X1 с частотой 2,84, 3 ядра Cortex-A78 с частотой 2,42 и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 1,8. В состав чипсета также входит график Adreno 660. В чипсете интегрирован 5G модем Snapdragon X60. Также в состав чипа входит Wi-Fi 6E модем и Hexagon 780. Кроме того, в чипе имеется процессор обработки изображения Spectra 580. Оперативной памяти только 8 ГБ LPDDR5, а вот своей на выбор 128 или 256 ГБ версии UFS 3.1. Расширить память, к сожалению, нельзя. Питание осуществляется от батареи на 3300 мАч. Аккумуляторная батарея поддерживает быструю зарядку на 15 Вт. Зарядное устройство, кстати, не входит в комплект. Беспроводная зарядка 10 Вт и есть реверс на 4,5. Нет недостатков поддержки подключения 5G, также LTE K20, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, eSIM и GPS. Гаджеты из коробки работают на Android 11 с фирменным интерфейсом One UI 2.5. Есть стереодинамики с объемным звуком Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань. Z Flip 3 имеет двойную основную камеру 12 плюс 12 мегапикселей от f1.8 до f2.2. Один из датчиков широкоугольный 123 градуса. Селфи-камера выступает на 10 мегапикселей f2.4. Z Flip 3 может похвастаться бежевым, черным, лавандовым и зеленым цветами. На официальном сайте Samsung также обещает появиться эксклюзивной белой, розовой и серой расцветки. Z Flip 3 поступит в продажу по официальной цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ и 94 990 рублей за версию с накопителем 256 ГБ. Для сравнения, первая модель, которая получила 256 ГБ памяти, на старте стоила 119 990 рублей. Участникам программы Samsung Upgrade предлагается уникальная возможность опробовать складной формат, и если он не понравится, бесплатно обменять устройство на Galaxy S21, Note 20 или Galaxy S20 FE. Еще в продаже появится несколько фирменных кейсов, в том числе с кольцом на тыльной стороне. Можно буквально вертеть смартфон на пальце. Ну что же, ребята, на мой взгляд, вот этот форм-фактор переносит нас действительно в нулевые. Там мы все просто фанатели от раскладушки. И у кого была раскладушка, тот был царем в районе, вот все сразу. И компания Samsung очень и очень интересно продолжает данную линейку, потому что внедряет самое лучшее в данный смартфон. Конечно же, вы должны понимать, что цена не маленькая, то есть не каждый потребитель может себе купить такой смартфон, но он предлагает очень и очень много фишек. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.